Здравствуй. Что с прибором? Ты успел? Мой лорд, если бы не переезд на дачу, я бы успел. Переадресация поставок была совсем не кстати. Да что там тебе поставлять-то? Ты же сказал, что тебе нужно только процессор подпаять. А как же смена метода охлаждения нажатием пары кнопок? Это совсем не то, с чем тебе стоило торопиться. Что ж, ладно. В таком случае трофей, полученный в результате тестового запуска, 1356. Здравствуйте, дорогие зрители! Этим трофеем стал Sembo Block Empires of Steel Article 101-302 военная автоцистерна для воды CMP C15A. Это реальный военный канадский грузовик времен Второй мировой войны. Спереди красивой, отделанной золотом коробки виден сам набор, а также некоторая информация о нем, преимущественно в виде иероглифов. С обратной стороны коробки тоже яйцо, только сзади какие-то непонятные параметры, а также два подвижных элемента. Первый — это боковые зеркала заднего вида, и вторая, судя по всему, съехавшая картинка, ибо на ней имелся в виду кран для воды. Задний бампер шевелиться у него явно не может и не должен. Внутри коробки желтый пластиковый поддон. Впервые такое вижу. Некоторое количество пакетов с деталями, не пронумерованные. Наклейки на прозрачной подложке. А также неудобная инструкция одним огромным листом, причем достаточно мелкая. Что ж, по внешнему осмотру на этом все. А значит, приступаем к сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что старый вопрос с большой разницей в силе соединения деталей тут в своем максимальном контрасте. Детали его корпуса соединяются настолько тяжело, что им можно забивать гвозди. Когда как трансмиссия, ну, я думаю, вы видите сами. Кстати, катается он просто отменно. По поводу сходства с реальным образцом, мне не удалось найти фотографии C15A в исполнении конкретно водовоза. Только фотографию передней части коробки из-под сборной модели. В принципе, корпус очень даже на себя похож, только отверстие в пороге смещено к центру. Бензобак есть не на всех версиях, а вот сама цистерна сильно упрощена, ибо на фото сама цистерна и некие ящики раздельно, а на модели просто стоит сверху одна деталь. Кранов сзади, судя по всему, в реальности тоже нету. Что же касается дополнительных построек, то первое это вот такой обычный стол с различными емкостями. Вторая это навес, для которого даже положили кусочек ткани, что очень здорово. И третье это вот такой стационарный бак для воды, объем которого, наверное, раза в 3 меньше, чем у самой автоцистерны, и вместе с ним еще 2 дополнительных емкости. Помимо этого есть литник с аксессуарами для минифигурок, так что с чем поиграть в этом наборе найдется. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. Кто вы? Как вы меня нашли? Неважно. Нам нужна твоя помощь. Нужно орудие, способное пробить трехслойное плазменное поле. Что? Вы где на такое наткнулись? Такое поле будет не разрешено к изобретению еще как минимум дюжину десятков лет. Какой-то безумный ученый натравил на нас свои летающие коробки, способные превратить все что угодно в наборы чертового конструктора. И за помощью вы решили обратиться к другому безумному ученому. Что ж, без образца поля шансы в бою у вас будут 50 на 50. Оно либо пробьет, либо не пробьет. И вообще, ему что, было от вас что-то нужно? Да тьфу, кокс какой-то. Я ему в него даже зелененькую светодиодную ленту положил. А он, сука такая, не оценил. Скакс, шеф. Ха! Стабилизатор колебателя активности квантовых струн? Даже самому интересно стало, зачем ему понадобилась такая диковинка. Он что, собрался создать реактор холодного ядерного синтеза размером с грецкий орех? Да в душе не имею. В подробности не посвящал. Ладно, будет вам скакс. Посложнее тема, но надежней. Приходите через пару недель. Об оплате потом договоримся.